Зарядный кейс, который одновременно является и колонкой. Защита от влаги и пыли и наушников, и зарядного бокса, отличная автономность в 5,5 часов, интересный необычный дизайн, кнопки управления этапами, среди которых регулировка громкости. А цена – бюджет. Плюс это топовый бренд для китайского рынка аудиофилов. Сейчас все расскажу. 957 на YouTube. Всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. Минимум 5 обзоров, а чаще 7 в неделю я выгружаю. Ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. На канале для стримов выходят очень часто 30-минутные подробные видео на новинки. Допустим, вчера вышел на Master Explorer Edition от Realme. Сегодня, скорее всего, я буду проводить стрим сравнения Realme Master Edition и Realme Master Explorer Edition. Расскажу по-быстрому, до какой степени это разные девайсы. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, а сегодня я расскажу вам об очень интересных наушниках BG VP-Z01. Полетели. Распаковка. Коробка пришла в хорошем состоянии, оформление информативное, но, к сожалению, вся эта информация на китайском языке. Так что придется Google Translate пользоваться. Открываем, никаких резких и неприятных запахов нет. В комплект входит кейс-колонка, наушники с очень маленькими амбушюрами, они даже не размера S по ощущениям, кабель для зарядки USB Type-C и руководство пользователя, в котором, к счастью, есть английский язык. Оформление упаковки, конечно, оставляет желать лучшего, но что имеем, то имеем. Летим дальше. В продаже производитель нам представляет два матовых цвета, белый и черный. Изготовлен бокс полностью из пластика, по ощущениям дешевого и имеет форму супер маленького микрофона. Но это с одной стороны. Издали он выглядит очень классно. Размеры маленькими точно не назовешь. Если говорить о кейсе для наушников, он составляет 96 мм на 42 мм. Весит бокс без наушников 69 граммов, хотя тяжелым не ощущается. В кармане я бы не носил данный бокс. Вы, я думаю, догадываетесь, по каким причинам. Неправильно они форму выбрали. Тактильно не самый плохой. Пластик, но пластик скользкий. Молниеносно царапается, но не сильно марки в то же время. Качество сборки на свою цену. На корпусе расположены индикаторы состояния заряда аккумулятора, кейса колонки и наушников. Разъем для зарядки USB Type-C, динамики и немного информации с тыльной части. Внизу логотип компании. Открывается бокс необычно, люфт приличный присутствует. Открыть одной рукой не сказал бы, что просто. И не так и быстро, как двумя, но возможно. Внутри расположены два места под наушники, которые абсолютно одинаковые по форме и не промаркированы. И так как каждый наушник хорошо становится в любое из мест, просто можно запутаться. Если не прочитаешь инструкцию, можно никогда так и не узнать, что ближе к основанию с динамиком должен лежать левый. Вот такая вот магия. В каждом из этих мест расположено аж по 4 контакта для зарядки. Магниты внутри хорошие, наушники в кейсе не гуляют вообще и примагничиваются на места отлично. Вытрясти уши из кейса практически нереально. Я приложил максимальное количество сил, у меня выпадал только правый наушник, который находился наверху. У крышки есть фиксация закрытого и открытого положения, но вот во время поворота данной системы издается неприятный звук трения пластик об пластик. Емкость аккумуляторного бокса 500 мАч, полный цикл зарядки 2 часа 35 минут, быстрая зарядка не заявлена, но за 10 минут набегает 20%, которых вам хватит на 1 час 20 минут воспроизведения музыки, что очень круто. Беспроводной зарядки, разумеется, не завезли. Наушники можно перезарядить от кейса 2-3 раза, саморазряд имеется, но небольшой. Заряд кейса для использования в качестве колонки хватает на 3,5 часа, на 100% громкости в лучшем случае. Оснащена колонка 28-мм драйвером, на 100% громкости в метре выдает 78-80 дБ. Громкость изменить можно только на смарте или в другом устройстве, с которым в сопряжении девайс. Звучит это дело максимально дешево и сердито, но радует, что звук не как из консервной банки. В целом просто плоский, а так терпимый. Есть самый главный нюанс, который я отнесу к минусу, скорее это как предупреждение. Когда наушники кладешь в бокс, даже если один, он автоматически начинает воспроизводить вашу музыку, поэтому, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, нужно сначала выключить музыку, а только потом отправлять уши на подзарядку. То есть это и плюс, работает эта функция моментально. И при этом можно слушать одновременно музыку и на колонке, и в одном наушнике, что круто. Режим колонки активируется только когда они находятся внутри или хотя бы один из них. Тогда в другом музыка играть будет. При том, что звучание наушника, который не находится в боксе, изменяется. Будто звук пытается направиться от вашего уха, а не внутрь. Теперь о наушниках. Изготовлены из такого же аниматового черного пластика с серой вставкой на физической кнопке. Форма ушей странная, маленькая. Размеры составляют 23 мм на 18 на 16 мм, а весит один наушник с амбушюрой всего 4,3 грамма. Посадка в ухе лично у меня совершенно некомфортная, нет плотного прилегания из-за громоздкой основной части и очень узкого звуковода. Маленький он. Плюс, как я уже говорил, амбушюра рассчитана, видимо, на детское ухо или на что-то совсем маленькое. При длительной носке дискомфорт незначительный, но есть. При занятии спортом из моих ушей они не вылетают, да я не думаю, что из каких-то ушей будут вылетать, главное амбушюры подобрать. Очень скользкие они и марки, хоть за счет черного цвета это не так бросается в глаза. На
корпусе каждого из наушников расположена физическая кнопка управления тапами. О, да, как я их люблю, я надеюсь, вы тоже. Подустали мы от сенсоров. Индикатор во время проигрывания не светится. 4 углубленных контакта для зарядки, что грозит постоянной чисткой этих углублений, и микрофонов. Из тапов имеется управление вызовами, воспроизведение паузы, переключение треков, прибавка громкости и полное ее отключение, вызов голосового помощника. Оснащены наушники с 6-миллиметровыми драйверами, шумоподавления и режима прозрачности нет, заряд наушников в шторке виден, по одному работают и переподключаются они бесшовно. Автоматически подключаются после открытия бокса, мультипоинта здесь, разумеется, нет, сенсоров приближения и анимации, к сожалению, тоже нет, как и программы. Емкость аккумулятора одного наушника 50 мАч, полный цикл зарядки 1 час 20 минут. Отыграли они у меня на 100% громкости 5 часов 30 минут. Защита от пыли и брызг есть как у кейса, так и у ушей. У кейса IPX4, купать его не буду, так как защита только от дождика, и поэтому динамики моментально, мне кажется, зальются. У наушников защита IPX5 также от дождика максимум, но к ним я беспощаден, поэтому я их искупал, в итоге с ними ничего не случилось, значит, повезло. Думаю, повторного погружения они бы не вывезли, и вам не советую топить уши с таким стандартом защиты. Для удобного использования, к сожалению, повторяюсь, приложение нам не предоставили. Далее, Bluetooth здесь версии 5.1, не последний, но почти. Итак, к устройству подключается сразу в связке с наушниками так называемая колонка. Кодека только 2 положили, AAC и SBC. Через одну стену фризов нет, через 2 стены редко, но появляется. Задержки на YouTube приличные, я бы сказал, заметны глазу, даже в нем. В играх задержки аналогичны. У колонки дела обстоят так же. Примеры вы сейчас увидите на экране. Не знаю, с чем связано, возможно, конкретно с моими девайсами, но я с чем только не перепробовал это дело. Микрофоны здесь несовершенные, собеседнику придется разбирать, что вы говорите. Ветер и окружающие шумы в каком-то плане не перекрывают полностью мой голос. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов, наушников, которые чем-то похожи на мотороловские. Как вы помните, у них такой был OEM-овский бокс, тоже кругленький, правда, он был из металла, как я помню. Это было что-то с чем-то, потому что там были ужасные зазоры, их продавалось много, но единственное их, как это называется, особенность, чем они похожи, эти наушники, у них такие же ужасные микро были. Я думаю, сейчас вы слышите, вне зависимости от того, позади меня едут машины или нет, что микрофоны у этих наушников ужас. Да, у них неплохое звучание, да, качество материалов, сборки и всего остального меня лично радует, и мы помним, что это а-ля аудиофильские ТВ. Но в то же время форма этих наушников не подразумевает, что здесь нормальные микрофоны, и, разумеется, к сожалению, они ненормальные. Как выглядят, вы сейчас видите, из ушей, разумеется, они не выпадают, но в качестве гарнитуры не дома, не в помещении, а на улице я бы использовал их, даже если у вас четкий голос, громкий, и вы все перекрикиваете, не стал бы вообще. Звучание необъемное с очень узкой сценой. Для своей цены звучат, конечно, они отменно. Есть характерный окрас звука, высоких лично мне не хватает, басы пустоватые. Нужен плеер с эквалайзером, нужны новые амбушюры, и тогда вы много чего сможете из них вытянуть, но только в этом случае. На 100% громкости каша незначительно, но есть минимальная, скажем так. Запас громкости средний, думаю, хватит его всем. Повторяюсь, за свою цену бюджетно, сердито
продукта и круто. Минусы: нет мультипоинта, нет шумоподавления, нет режима прозрачности, сенсоров приближения и приложения тоже нет, плюс ко всему очень заметные задержки. Для меня лично стало минусом еще форма наушников, потому что в моем ухе они сели не идеально. Плюс ко всему я заметил, что заряд наушников отображается некорректно в шторке на андроиде. В один момент показывает 70% заряда, в ту же минуту положил их в бокс и сразу же достал, в итоге заряд поднялся на 80%. Магия электронов. Стоят они в районе $39, иногда поднимается цена, иногда опускается. Ссылка в описании к видео, если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Завтра начинается сейл 6 числа, он будет небольшой, но промики будут. Я планирую закупаться, возможно, расскажу вам завтра чем. Вдруг на момент вашего просмотра появятся очень вкусные скидки на это, и я туда обязательно скину промики и приложение от Али. Резюмирую, если говорить конкретно о наушниках, то в данной ценовой категории есть из чего выбирать с полноценным функционалом. Задумка очень интересная, совместимость наушников и кейса, но в каком-то смысле свое не отрабатывает ни то, ни другое. Скорее всего, они созданы для любителей удивлять чем-то необычным, потому что не часто встретишь то, чтобы из мини-колонки доставали наушники. Притом, опять же, такого качества я за такую цену не встречал. Даже хорошего качества можете мне скинуть предложение на Алишке или еще где-то, где есть аналогичные товары, плюс-минус той же цены, даже в 2 раза дороже, и чтобы это дело хотя бы выглядело прилично. По звучанию, я бы сказал, они немного ниже среднего, но опять же на свою цену. Однозначно, они не худшие, что я слышал, и QCY HT03, которые недавно были за примерно тот же ценник, были хуже. Хотя у них была программа, а-ля какой-то шумодав и т.д. и т.п. И пластик был еще намного хуже. Не забываем подписаться с лайком и колоколом, участвовать в конкурсах, девай сюда за задумку оригинальность и соответствие ценнику. Добра и удачи вам, дорогие друзья!